Друзья, всем привет! Я продолжаю рассказ о небольшом путешествии вокруг Ладожского озера, и сегодня хочу поведать вам о своих впечатлениях от, пожалуй, главной достопримечательности Ладоги – о Валааме. Это удивительно красивое место, и все, кто хоть раз тут побывал, со мной согласятся. Но давайте обо всем по порядку. Валаам – самый большой остров Валаамского архипелага, и расположен он в северной части Ладожского озера. Обычному туристу можно добраться до него в период навигации по воде из Приозерска или из Сартовалы, купив билет на один из метеоров. Те, кто побогаче, могут заказать индивидуальный тур на небольшом катере. Для совсем богатых доступны трансферы до острова на вертолетах. А еще можно отправиться в круиз на речном теплоходе с заходом на Валаам. Напомню, что мы с Андрюхой отправлялись на Валаам из Сартовалы, где была огромная очередь из туристов и паломников, а метеоры, как вы понимаете, не резиновые. А так как время у нас поджимало, то мы купили билет без экскурсии прямо у капитана. А бонусом была возможность побывать в ходовой рубке этого уникального судна на подводных крыльях. Приозерск, метеор, преподобный Серафим. Отметьте, пожалуйста, отправление Сартовала Валаам, 107 пассажиров. Спасибо, до связи. Ну и пока мы летим на подводных крыльях в сторону Валаама, давайте я подробнее расскажу, чем же примечателен этот остров. Во-первых, на Валааме расположен мужской монастырь. Историю его возникновения я рассказывать не буду, кому интересно, можете почитать в Википедии. У православных считается, что монастырь, земля, на которой он стоит, и воды, которые его окружают, это копии святых мест в Израиле, но только в России. Ну, типа, чтобы совершить паломничество на святую землю, вовсе не обязательно иметь загранпаспорт. Достаточно просто приехать на Валаам, где есть свои горы Фавор, Илион, Сион, реки Иордан и Кедрон, и даже свое Мертвое море. Во-вторых, на острове необычайно красивая природа и какая-то особенная энергетика. Короче, не зря монахи решили здесь обосноваться. Но словами красоту Валаама не передать, поэтому лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что, друзья, настоятельно вам рекомендую хоть раз здесь побывать. Кстати, на острове можно даже пожить, если стать волонтером или трудником. Информация о том, как это сделать, есть на официальном сайте монастыря. Ну а мы уже подходим к архипелагу, и погода в пути поменялась. Выходили из Сартовалы, светило солнце, а Валаам нас встретил проливным дождем. С погодкой нам не повезло, но сейчас причалим и дождь закончится, я уверен в этом. Кстати, из всех пассажиров Метеора мы единственные, кто остались без зонта или дождевика. Такое ощущение, что всех заранее информировали о том, что будет дождь. Видимо, для Валаама это норма. Начался дождь, но уже кончается, наверное, да? Сейчас совсем прекратится. И не обломает нам прогулку по этому святому острову. Итак, на осмотр острова у нас всего 4 часа, и первым делом мы решили подняться на гору Фавор, где, собственно, и располагается монастырь. Наверх ведет вот эта лестница, и я слышал, что она называется Александровской, из-за того, что по ней в свое время поднимались императоры Александр I и Александр II. С обеих сторон лестницы растут кусты сирени, поэтому, проходя по ступеням, ты словно окутан запахом цветов. А запах? Ага. Да и вообще, в начале лета ароматы цветущих растений так и витают по острову. А в сочетании с чистым и влажным воздухом это, конечно, что-то. Обратите внимание, как много людей в монастыре, который находится на отдаленном острове. И никто не снимает окружающую их красоту. В православии действует негласный запрет на фото и видеосъемку храмов, тем более внутри. Не только я осмелился нарушить этот запрет, как мне тут же сделали замечание. Причем не священнослужитель, а бдительная прихожанка. Говорят, нельзя фотографировать с храме. Благословения не Ага. Да, из таких нужно формировать войско для новых крестовых походов. Игумен. А вот. Вот апостол Андрей и Андрей. Ну, честное слово, такая красота, ребята. Такая красота. Какая красота, какие запахи, да, Андрей? Да.
Но не будем задерживаться на одном месте, нам еще много нужно посмотреть, а остров не маленький. Не маленький настолько, что монахи передвигаются по нему на машинах. Нормальные у них тут тачки. У них тут даже есть ДПС. Кстати, еще на Валааме есть воинская часть, в которой несут службу лишь те, кто получил благословение от настоятеля монастыря. А вот всех мирян, которые до недавнего времени тут проживали, с острова выселили, и в основном в принудительном порядке. Ну а что вы хотите? Святая земля только для служителей церкви. Так что я не удивлюсь, если в России, кроме своей земли обетованной, появится и свой Ватикан. Но продолжим нашу прогулку. Хотя нет, не продолжим. Только мы решили не покупать дождевики, отошли вглубь острова. И начался дождь опять, причем с новой силой. И похоже, что он не скоро закончится. Решили вернуться за дождевиками, пока окончательно не промокли. Но красиво тут, красиво, очень. Очень красиво. Короче, купили мы с Андрюшей себе дождевики. Просто два куска полиэтилена по 120 рублей каждый. Не, ну, там были еще помощнее, но там цены совсем не демократичные для дождевиков. Я сейчас хочу показать, как он выглядит в полный рост. Тебе ноги прикрывает, да, Андрюх? Нормально? Не мокнет ничего там. Четкие дождевики. Но все лучше, чем ничего. Андрюха говорит, что мы подбиты, но не сломлены. Промокли все, но все равно идем к своей цели. А цель у нас увидеть как можно больше красивых мест. И если передвигаться исключительно по дорогам, то многие точки с потрясающими видовыми характеристиками останутся в стороне. Поэтому не стесняйтесь сходить с маршрута, благословения на это не требуется. По этой тропе идем, поднимаемся на утес, и оттуда открывается великолепный вид. Я в этом уверен. Ну что я говорил? Красиво, не правда ли? И это мы только начали. Как же тут все-таки красиво. Туман поднялся. Очень красиво. А это чайный павильон. Чай, кофе, выпечка. Пожалуйста. Милости просим. Вот так мы гуляем. Здесь одни, без экскурсии. Тем не менее, тоже много интересного можно увидеть. Но больше всего меня здесь, конечно, удивляет красота природы. Очень красиво. Я таких красивых мест, если честно, еще не видел. Ну, я видел красивые места, но они были красивые по-своему. А здесь красота своя. Карельская, ладожская. А еще мы заметили, какие непуганные на Валааме чайки. И говорят, что вся фауна здесь такая. Правда, мы никого, кроме этих пернатых, не видели, но, по слухам, в глубине острова полно зайцев, лис и даже лосей. Ага, прилетел. А туман прям поднимается, его видно. Вот он здесь. Прям можно потрогать. Но еще больше нам бросилось в глаза то, какой все-таки неаскетичный образ жизни ведут монахи. Да, монахи здесь живут, конечно, на широкую ногу, как вы можете видеть. Они здесь ездят и на машинах,
и на яхтах передвигаются, даже на вертолетах. И, кстати, мы здесь не видели еще ни одной такой машины, какой-то бюджетной. Такие внедорожники, крузаки, паджерики. В общем, все у них тут хорошо. И, судя по всему, я, наверное, не ту профессию выбрал, когда пошел учиться в Челябинский военный автомобильный институт. Итак, мы с Андреем прогулялись от пристани в Монастырской бухте до Никольского скита, который встречает всех прибывающих на Валаам. В нашем распоряжении остался еще примерно час, а потом за нами придет метеор. И мы решили заглянуть в чайный павильон, отведать монастырских пряников. Смотрите, русские традиции. Сегодня с васильками, боярышниками, великой мелиссой. Нет, еще один остался с розой. Это Чай. с собой. Ну, как бы, пакет. Мы решили с Андрюхой отведать валаамских пряников. Валаам. У меня с вишней, у Андрюхи с малиной. И еще у нас чай с лепестками василька. С лепестками василька. Божественный вкус. И взяли с нас по-божески. 700 рублей. 700 рублей. Всего-навсего. Вот так. Приятного нам аппетита. Ну что, вот наша прогулка по Валааму завершилась. Да, очень нам понравилось, офигенно. Сейчас идем обратно на причал. Придет сейчас наш метеор. И мы на нем обратно отправимся в Сартовало. А у нас следующая остановка это Мраморный каньон, Рускеала. Рускеала. Русские названия. Сплошь русские названия. Да. А вот он наш метеор. Красавчик. Но мы не сразу пошли в Сартовалу, а сделали заход еще в Никоновскую бухту, что находится с другой стороны Валаама. Таким образом, мы смогли еще немного осмотреть остров с воды. К сожалению, в полной мере нам не позволил сделать это густой туман. Мы сегодня на корабле как ежики в тумане вообще, да? Что туда плыли, туман сплошной, что обратно вообще. Густой-густой, как молоко. Ничего не видно. И знаете, что меня удивило в Никоновской бухте? Это название 3 теплоходов, пришвартованных у пристани. Ленин, Феликс Дзержинский и Дмитрий Фурманов. Коммунисты православной гавани. Из Никоновской бухты преподобный Серафим на своих крыльях донес нас до Сартовалы, где мы снова сели в машину и продолжили свой путь по намеченному Андрюхой маршруту. Так что день еще не закончен, но об этом в следующем выпуске. Ну а этому ролику, если он вам понравился, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал. Всем добра и до новых встреч!